С вами Юля и Саша. Добро пожаловать на наше новое видео, в котором вы узнаете, как мы начали делать гирлянду из светящихся домиков, а в итоге сделали рождественскую деревеньку. Мы так и не начнем. Эти заготовки у нас остались после проекта гирлянды из деревянных домиков. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Так как мы начинали делать гирлянду, поэтому ввод для света мы делаем сверху домика. Для деревеньки это отверстие делать не нужно. Провода гирлянды лучше подвести снизу, так как именно снизу делаем отверстия для того, чтобы домики стали полыми. Думаю, для этих целей отлично подошел бы фрезер, но мы обошли сверлом по дереву и шуруповертом. Саша размечает места будущих окошек. Прорезает окошки сверлом. И дорабатывает отверстие канцелярским ножом. Оконным проемам необходимы рамы, делаем их из картона. А двери делаем из деревянных шпателей и мешалок для кофе.
Сверлом делает выемки для гирлянды. Делаем гирлянду на домиках. Для этого лампочки оставляем снаружи, а провода компактно скручиваем и укладываем в подготовленные отверстия. И сразу же фиксируем, приклеивая крышу термоклеем. Для освещения домиков используем гирлянду на батарейках, некогда купленную в фикс-прайсе. Ее очень просто укоротить, для этого достаточно обрезать лишние лампочки. Вклеиваем гирлянду в заранее подготовленное отверстие. Напомню, что изначально мы начали делать гирлянду, которую можно повесить на елку. Для деревеньки будет лучше установить лампочки снизу домика. Так будет гораздо проще маскировать провода. В качестве основы для деревни используем обычную рейку. Саша приклеивает к ней домики на термоклей. Приклеиваем декоративную рейку, она поможет спрятать батарейки. Решили добавить дымоходы, делаем их с деревянного профиля 11 на 11 мм. Пришел черед раскрасить нашу деревеньку, для этого используем акриловые и меловые краски.
А вот и мой черед приступить к творчеству. Эти елочки я очень давно покупала на AliExpress, а также наконец-таки нашелся повод использовать флок, купленный там же. Флокатора у меня нет, поэтому использую сито для сахарной пудры. Искусственный снег тоже с AliExpress. На обе елочки добавила снег, но флок добавила только на левую елочку. Напишите в комментариях, заметна ли разница. Также для декора использую эти два набора, купленные в Fix Price. В двух наборах оказалось 6 маленьких еловых веточек. Из них я делаю елочки, тоже припудриваю их искусственным снегом. А также приклеиваю снег на крышу и на землю. Расставляю елочки по местам, фиксирую термоклеем. А Саша делает заборчик из мешалок для кофе. Осталось украсить рейку спереди, можно добавить какую-нибудь надпись. Я же решила наклеить разнообразные веточки, а также декор из фикс-прайсовских наборов. Получилась вот такая простая, но в то же время уютная деревенька. Мы уже начали проект с более солидной рождественской деревней. Подпишитесь на наш канал, чтобы не упустить это видео. И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!